Людмила Володина. Слава, вопрос не по теме. Писать мастихином по арголиту сложнее, чем по холсту? Ну, почему ж не по теме? И есть ли какие-то тонкости, лайфхаки при работе на твердых поверхностях? Как относятся к живописи на арголите художники, коллекционеры, покупатели, лично вы? Ой, да я с удовольствием писал бы на арголите, только вот Андрей Селенин пишет. И, по-моему, очень неплохо к его живописи на арголите относятся покупатели. Единственное, он говорил о том, что нужно покупать арголит, который водостойкий. С двух сторон он такой вот ламинированный, что ли. Я пока не очень встречал, он просто не обращал внимания. И сам-то не писал, я видел, как он это делает, и ему все равно. Ну, что по холсту, что по арголиту, но предпочитает он писать на арголите. Говорит, вот эта жесткость его прям вот сильно впечатляет, ему хорошо, комфортно. Я задумал одну картину, которую можно написать только на арголите, и я это буду делать, ну, в какое-то обозримое там ближайшее время, может быть, осенью. Там есть одна изюминка, ее на холсте сделать нельзя. Так, как относится покупатель? Ну, я сказал, вот его картины продаются. Художники на арголите пишут довольно-таки редко. Я очень редко встречал. Покупатели оценивают нормально. Кстати, в Сан-Франциско такой известный художник, сейчас вылетело из головы его имя, пишет на щитах таких арголитных, но у них там панели называются. Они тоже из такой вот стружки, но они какие-то такие ровные и не похожи на наш арголит. Легкие, приятные. И эти панели прям продаются в художественных магазинах грунтованные, и на них пишут художники. Коричневые такие панели, ну, кто знает, кто из Америки, конечно, знает, о чем я говорю. Такие охро-красные такого цвета примерно. Или там капут-мортум. Понятно, что важно как, а не на чем, но арголит, масло, даже звучит как-то несолидно, то ли дело холст масла. Ну, вы правы, я согласен, писать можно хоть на бумаге. И у Фешина, кстати, на бумаге есть прекрасные работы. А бумага масла еще хуже звучит, чем арголит масла. Но если это работа Фешина, мне кажется, она будет в такой же высокой цене, как и холст. Ну, это просто продолжаю вашу мысль. Спасибо большое, Людмила. Галина Перфилова. Да уж, всем не угодишь. Возьмем картину, на которой изображен букет сирени. Была на выставке со своей приятельницей однажды. Ей не понравился букет сирени, где не прописан каждый цветочек сирени. Не могла убедить, что не в этом должна быть прелесть. А зачем убеждать? Все равно каждый останется при своем мнении. Но вы, например, ну хорошо, я люблю кинзу, например, с базиликом в салате. А мой приятель вот прям, ну, на дух, ни-ни. Ну как я могу его убедить, что это полезно, что ли? Да ему вкус неприятен просто. Это же дело вкуса. Не будет он это есть хоть. Чем больше я буду убеждать, тем он больше будет сопротивляться. Ну что ему говорить? Посмотри, какой запах, посмотри, какой мазок. Да чихать он хотел на этот мазок и на этот запах. У него свои приоритеты. И у дамы, у вашей подруги свои приятельницы. Мне кажется, живопись – это про молчание или о молчании, как правильно, наверное, говорить, о молчании. То есть каждый подходит со своей, вот как в храм, наверное, вот молчание. Каждый подходит к картине со своим. Он приходит, чтобы побыть в тишине, чтобы побыть наедине с самим собой, настоящим, не обусловленным какими-то там проблемами, переживаниями. А может быть, кстати, пережить то, что он раньше не переживал. Или переживать ту радость, для которой мы, собственно, и живем, может быть. И пребывание на выставке хороших художников – это один из ключей, чтобы… Это инструмент, выставка и картина,
для того, чтобы зритель погрузился в себя, в эту тишину, услышал звук тишины в сердце. Кто-то услышит этот звук от того, что эти лепесточки не прописаны у сирени, от присутствия рядом какого-то цвета и еще рядом. Вот это может свести с ума. А кого-то сводит с ума, он не видит в этом красоты, в сочетаниях цветов не видит красоты, а видит вот фотографичности каждого вот этого пятикомфорочного лепесточка сирени. Каждый видит ту красоту, до которой дорос. Ну и хорошо, всем хорошо. Анастасия Новопашина. Как к вам попасть на пленэр? Ну, я провожу мастер-классы, они платные. На сайте изложена информация о предстоящих пленэрах. Я готовлю класс на Ольхоне в начале октября. Это Байкал, неописуемой красоты места. Я там не был, были мои друзья, мечтаю туда попасть вместе с вами. Присоединяйтесь. Сергей Астахов. Будет ли когда-нибудь выпуск про выставку работ участников пленэра по его итогам? 3-й раз пишу об этом. Лайки, сердечки к вопросу есть, а выставки нет. Но вы тоже ставьте, друзья. Даже если выставки нет, ну, лайки и сердечки надо ставить, потому что канал-то развиваться должен. Что ж он будет так тянуться, как, я не знаю, на повозке такой, на лошади. Мы едем, очень медленно. Но вот как тут быть, Сергей, если приезжают люди из разных городов и даже стран? Из Омска сейчас были 2 дамы, из Комсомольска-на-Амуре. Ну вот куда? Как мне вообще все это собрать в выставку? И потом, выставка – дело такое, к ней нужно хорошо подготовиться. И я же не могу одного взять, другого не взять на выставку. Ко мне приезжают заниматься люди начального уровня, среднего, высокого. Объединить это все в одно, мне кажется, будет неправильно для зрителей. Я предлагаю всем участникам размещать свои работы в телеграм-канале. По крайней мере, это все увидят. И если вы нацелены на обсуждение коллег по цеху, то выкладывайте, пожалуйста, в телеграм-канал, он существует, и идет бурные дискуссии идут. Лариса Бриль, Слава, вопрос. Слышала выражение галериста Евгения Карася. Стиль и вкус важнее мастерства. Что ты об этом думаешь? Спасибо, Лариса, за прекраснейший вопрос. Ну вот хорошо, у меня есть знакомый поэт. Пишет стихи, публикуется в интернете на каком-то ресурсе. Когда он присылает свои стихи, я больше 2 строчек читать не могу, потому что есть стиль, то есть, ну, строфы есть, да, одна за другой. Есть вкус, то есть, ну, о природе, об отношениях, то есть истории в этой поэзии есть какие-то, но нет поэзии. Вот что с этим делать человеком? В рифму человек не попадает, в то, как расставлены слова, не то, что не затрагивают, а это читать невозможно, просто невозможно. Как тут быть? Если человек, например, считает себя импрессионистом, но живописи нет. Стиль есть, импрессионизм, вкус есть, отдельно каждый цвет звучит, а вместе нет. Это как оркестр. Вот каждый, может быть, отдельно играет нормально, а в оркестре кто в лес, кто по дрова. Кстати, были такие оркестры, знатоки могут мне сказать, какие именно, которые решали, что не нужен нам никакой дирижер. Давайте мы без дирижера. И ничего не получалось. Живопись – это как раз все инструменты должны звучать. Мелодию одну играть. Каждый свою играет партию, а мелодия одна. Так и здесь. Каждый цвет в гармонии с другим цветом. Скрипка с фаготом, ну и так далее. Ну и, конечно, литаврист, который бьет. Один раз может он ударить, он приходит в конце этой увертюры, как она там называется, фуги. Через 2 часа к концу, главное ему успеть
приехать и долбануть один раз. А есть такие, которые рубят ду-ду-ду-ду-ду-ду-ду. То есть его ж не остановить, это же его любимый инструмент, ребята. Он же должен ударить и во всю мощь. И вообще ко мне пришла формулировка, что живопись, помимо того, что это оркестр, это гармония всех вместе инструментов, но это еще и джаз. Это постоянная импровизация. И музыканты знают, не каждый музыкант импровизатор. Он может выучить по нотам все этот собачий вальс, но сыграть по-другому этот вальс он не сможет. Нету у него таких данных импровизировать. Поэтому, Лариса, по мне, так мастерство, оно вырастает из вкуса, стиля. И если человек мимо нот поет все время, и все не сгармонизировано, то есть нет в гармонии в его исполнительском мастерстве, мастерства нету, то чего его вообще на сцену-то выпускать? Ему надо платить, чтобы он не выходил вообще на сцену. А человек любит петь. И стиль у него, и стильно, в общем, и выглядит нормально. Кстати, вот Евгений Карась, который сказал, что стиль и вкус важнее мастерства, это великий человек. Это правда о галеристе. Что же он тогда продает, если там нет мастерства? Как он вообще выживает? Что вообще происходит в живописи? Я прошел по торговым рядам, где художники в Ялте выставляют свои работы. Ну, это же растление просто людского вкуса, остатков вкуса. Если они еще есть, то это полное растление. Просто, это, не знаю, налетай, торопись, покупай живопись. Ну, это же что это такое? Поэтому, ребята, прежде чем вывешивать свои работы на выставку, мне кажется, нужно основательно поработать. И даже в сеть, ну вот в интернету, не надо вывешивать все свои работы, которые вам кажутся сейчас хорошими. Ну пусть они настоятся, как коньяк. Ну, лет 5. 5 звездочек, это же 5-летний. Чтобы вы зашли в этот погреб, отворили ворота, посмотрели своим новым взглядом на эту работу и подумали, почесали, вообще ее стоит показывать или нет. Чего я сразу написал, и в интернет сразу все сразу видят, и о художнике создается мнение, репутация. Потом ее никак не выветришь, если что-то не так сейчас. Лучше вывешивать самые лучшие работы. Мне так кажется. Я предлагаю вам познакомиться с 40-м уроком по живописи на пленэре. Виноградник. Я записывал этот урок в Гурзуфе. Он сложный, потому что нужно найти взаимосвязи между несколькими планами. Связи довольно тонкие по тону и по цвету. Дальний план – это гора-медведь. Писать зеленый очень сложно. В этом уроке мы с вами будем писать пространство. Мы будем управлять вниманием зрителя. Мы будем думать о материальности каждого объекта. И, естественно, одно из главных условий успешной живописи – это расфокусированность зрения. В этой работе мы будем сочинять бесконфликтную композицию. Пятна не должны спорить друг с другом. 40-й урок «Виноградник». Ссылки на урок на онлайн-школу под каждым видео.